ты же упадешь. Или я. Я вот с камерой, главное, чтобы не упасть. Иди-ка, шкалпендер, я тебе покажу мастер-класс. Да, пусть он первый идет. На другую березу стань. Хорош. Вот где вся плотина. Я вот думаю, обратно же прям должно полностью это все скроет, скорее всего. Это ночью, ладно, не сильно таяло. Главное, ты, чтобы на глубину ей вот так вот не сделал. Вот так вот. И как ты пойдешь туда? Дурак! Вы на канале Колхозники, и это новый день, новый ролик. Ну и с нами, как вы видите, нет Плешивого, он заболел, но его постараются заменить два новых колхозника. Представьтесь. Я Егор. Володя. Сегодня вот этот молодой человек, Егор, представился, будет разводить костер сам, без нашей помощи. Возможно, еще что-нибудь сделает сам, без нашей помощи. Ну и в планах у нас начать хотя бы стены. Так сегодня нет Плешивого, а с ним нету чая. Надо разводить костер, ну и ставить на него чайник. Костер сегодня будет разводить вот этот молодой человек без помощи старших. Посмотрим, что у него получится. Сейчас я буду разводить костер. Что для этого нужно? Дрова, береста и спички. Вот дрова у меня есть наколотые. И береста тоже есть. Спички тоже есть. Приступаем. Так. Что минус береста? Ну. Люблю запах бересты по утрам. Все, я разжег бересту. Сверху сейчас положим дрова. И можно будет чуть подождать. Сейчас потухло, что ли? Тут чуть-чуть не получилось. Дрова оказались сырые. Попытка номер 2. Вот, сейчас батька все сделает. Нам еще кушать сегодня готовить, так что давай костер ты. Спички все не трать. Он, по-моему, далеко трясет. Смотрим. Там был валеный. Тут, или там допилили был. Жарко вчера там. Там уже... Оставляем Егора одного. Я надеюсь, он справится с костром. В принципе, он у него уже разгорелся. Также сейчас он покажет, как ставить чайник. Ну, дальше все сами увидите, а мы пойдем за жердями на стену. Стены мы решили делать из горбылей по такому же принципу, как был пол у нас. Ну, горбыли будут вот такие вот, чуть поменьше. Сейчас надо распустить, приготовить материал, и дальше уже будем забивать. Цепь, походу, тупая. Капец, тяжело идет. Для этого прям намного легче было. Пойдет. Вот, дорогие друзья, мы пришли за водой. Сейчас Владик будет набирать. Если я. Ну ладно, я буду набирать. Учитесь. Пошел на речку. Охренеть тут. Тихоокеанская волна. Держи. Что ты за пену-то эту не набираешь? Что за хрень? Ты дурак? У тебя телефона нету, ничего? Нормально, значит, можешь падать.
Холодная вода. Чего руки мерзнут, что ли? Конечно, давай ты. Так она теплая. Траву какую-то набрал. Ничего, шли домой. Набрали воду, идем обратно. В общем, этот молодой секунд и холодно ему. Пришлось набирать воду, как обычно мне. Меч возьми. Да нахрен нужен. В смысле? Да ты дурак. А нахрен тебе меч? Надо. Вон, приплыл обратно. Это Чикатило. Оп. Ни хрена тут воронка. Я что, подскользнусь, упаду? Ой, дурак. О, чикенета. Ох, глубоко. Поплыл. Все, давай меч. Я мою чайник. Вода кристально чистая. А перчатки-то сними. Нахрен. Ты в костер сейчас выйдешь, да, все? А ты бы... Че, помыл? Все чистой? Блестит все? Блестит. Ты бы не обнимал бы так, он весь в саже. Че, все, готово? Да. Давай воды наливай тогда. А это вырежешь надо. Ни хрена с газами. Куда ставить будешь? Не придумал. Не придумал? Думать надо. Давай думай, что. А, надо Да, что ты говоришь? рогатки. Нет, рогаток я их сжег. Я рогатки сделал. Я сжег рогатки. А я их сделал. А 2000 рублей ничего не будет? Будет. Да в смысле? Нельзя рубить. Ветку можно. Нельзя. Посмотри в округе. Вон, смотри, я рогатку показываю прямо. О, рогатку нашел. Я нашел. Погнали за мной, слабак. Вот наш дом выглядит так с этой стороны. Берешь вот так. Смотри, сейчас мы чайник... Ну, сейчас. Чайник уже вскипел. Сейчас он вскипел, да, чайник. Ты пока делай. Такой лохи вкапываю. Что еще? Че мне стоять? Огонь не скипел, дурак. Я чайник хочу купить. Чё? А, вон. Вот мы сделали рогатины. Ну, я без чьей-либо помощи. Долговечные, универсальные. Выключай видео уже. Наконец-то, спустя час, полтора, может два, напилили горбыли, которые пойдут на стену. Сейчас закинем, начнем прибивать. Костер горит, а маленький колхозник лезет наверх. Горбыли мы подняли, сейчас будем забивать дальнюю стену, вот эту. Она и пониже, и мы решили там окно не делать, поэтому мы ее сейчас наглухо забьем. Вот столько горбылей у нас получилось, 10 штук. Также есть снизу еще, если не хватит. Я думаю, хотя может и не хватит этого. Ну, посмотрим, что получится. А мне дали самое важное задание. Я спускаюсь ниже и прибираюсь лопатой.
овощами. Будет очень вкусно и, главное, съедобно. Ну а что сегодня сделал этот молодой колхозник, он вам сейчас и расскажет. Сегодня я сделал трон, Вот его трон. Его развел костер и сделал разделочную доску. Покажи, где она у тебя? Естественно, на ней мы сегодня разделывать ничего не будем, но она очень пригодится. Очень нужная вещь дома, да и у нас в хозяйстве. Ну все, приступаем к готовке. Следующий кадр будет уже как я готовлю. Сейчас, получается, нарежем овощи, картошку, лук, где-то еще морковка. Достанем рис, поставим на плиту казан, зальем воды, подождем, пока закипятится. Ну и блюдо готово. Ну все, овощи нарезаны. Сейчас закинем лук, пожарим. Ну и остальное вы увидите дальше. Закинули рис. Сейчас зальем водой, посолим обязательно. Ну и картошечки. Наконец-то наш обед готов. Все уже давно проголодались, все хотят кушать. Ну и сейчас ответственный момент. Я пробую. Вам не передать. Этот аромат. Вкус просто пушка. Садитесь за стол. Я накладываю. Наконец-то сели мы обедать, и Тимота, как всегда, приготовил пушку. Володя еще взял вот такой паштет и шпрот. Так это все выглядит. Учитесь, готовьте вместе со мной. Не бойтесь совершать ошибки. Обязательно пробуйте. Будет очень вкусно. Нормальный плов? Да? Да. пару слов. Настолько вкусно, говоришь, что даже рот открыть не могу. Тебе что, Володя, нравится? Восхитительно. На природе все вкусно. Немножко, конечно, специй не хватает, а так все чутко. Итак, итог сегодняшнего дня у нас. Такая вот стена. Отойдите чуть. Нормальная такая вроде стена получилась, щели не очень большие. Также осталось немного горбыля. Вот он здесь. В следующих планах, ну, также делать другие стены. Надеемся выздороветь плешивый. Будет помогать нам. Ну, естественно, все будем и втроем уже сделаем все стены. Также перейдем к крыше. Но это все план на будущее. О них мы скажем попозже. Сегодня нам еще хорошо помог вот этот молодой человек. Он сделал очень много грязной работы, которую мы не хотели выполнять. Также он за водой бегал. И за кадром у нас сегодня был Володя, который также сделал очень много полезной для нас работы. Так что, ребят, обязательно лайк, подписка, колокольчик. И с вами были колхозники, не забывайте. Не забывайте также про наш инстаграм, тикток и в группу ВКонтакте. Всем пока. Я.